Здравствуйте, уважаемые господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Здоровым быть легко поможет вам Андрей Дыко. Сегодня отвечу на те вопросы, которые прямо сейчас вы задаете на моей трансляции. И хотел бы, чтобы все-таки ты поставила мне ровненько камеру, Соня. Поставь ее вот так, как она стояла. Любимая жена помогла настроить. Вот, так мне нравится. Итак, Лариса, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо за ответ по поводу... Сейчас, секунду. Ольга Швелла. Здравствуйте, Андрей Андреевич. На одном из вебинаров вы говорили, что причиной эпилепсии может быть накопление аммиака в крови. Помогите, пожалуйста. У Харриса 2 дня не проходят, эпикризы не сильные, но частые. Какие у него причины приступов и как можно их остановить? Сейчас пьет морбус-децепин, антипарез-бирол, прополис, ну и кепру клоназепам. Почему у детей обостряется, как и у взрослых? Почему происходит обострение генерализированного приступа? С чем связан эписиндром? Существуют исследования, эти исследования не пока еще гипотетические. Одно из исследований говорит о том, что вызвать эпикризы могут у ребенка. Первое, сильный свет в помещении, сильно яркий свет в помещении, очень мощное освещение, особенно в вечернее время. Второе, нарушение циркадных ритмов, когда ребенок не вовремя ложится или в лежачем положении, или положении лежа, часто смотрит телефон, в котором не притушен свет и очень яркое освещение. Вообще, моя рекомендация для того, чтобы уменьшить синдром или уменьшить вот такие кризы, ребенок должен на протяжении дня хотя бы 4-5 часов, особенно в вечернее время, носить затемненные очки солнцезащитные. Второе. Увеличить количество употребления жиров и уменьшить количество употребления углеводов. Дело в том, что очень полезны жиры для ребенка и для взрослого, который болеет эписиндромом. Полезны жиры категории А и Е, особенно Е. Это рыбий жир, это просто омега-3 или омега, можно с омега-3 6,9. Увеличить употребление жиров, таких как, и особенно полезно, это кисломолочные жирные продукты. Второе, кобылье молоко и молоко с высокой концентрацией жирности. Третье, уменьшить количество употребления жидкости, это тоже очень важно. И четвертое, есть одна из, ну вот прямо наверняка таких проявленных идей, которая связана с тем, что одним из элементов, вызывающих у ребенка и у взрослого эпилептический генерализированный приступ, является еще и кислородная недостаточность. Кислородная недостаточность, она может проявляться из-за того, что гликогируется гемоглобин на фоне проявления и увеличенного употребления углеводов. Это говорит о том, что хорошо было бы перейти на кетоновую диету и перейти на диету, в которой больше будет углеводов, в которой будет больше белков и жиров, чем углеводов. Второе, для того, чтобы снизить количество гликогированного гемоглобина. Второе, активные дыхательные упражнения на открытом воздухе. Обязательно физическая активность для таких детей, это прямо вот обязательный процесс. Третье, по моему мнению, очень часто, да, асфиксия вот такого рода, она может быть еще и синдромом влияния микробов, особенно кишечных микробов. Есть даже такая теория. Помните, это аммиачная теория, о ней как-то рассказывал. И для чего и что необходимо делать? Считается, что наномикробы, их сейчас начали определять, и есть сейчас уже исследования, которые говорят о том, что помимо того, что в человеческом организме могут находиться микробы, бактерии
вирусы. Вирусы от микроба отличаются тем, что у них нет оболочки, и их оболочка называется капсидной. Это РНК-вирусы и ДНК-вирусы, которые в дальнейшем создают колонии. Кстати, сейчас я объясню, что их между собой связывает. Далее бактерии, микроорганизмы, грибковые инфекции, они же микозы или микоинфекции. Это все в комплексе имеет одну такую потенциально и яркую особенность. Находясь в организме человека, очень часто такие микроорганизмы создают некий панцирь. Особенно это связано с микробами. Вы, наверное, видели кораллы. Кораллы очень твердые наросты в прибрежной полосе, которые находятся в океане, в теплых морях. Кораллы создаются микроорганизмами, то есть по-другому микробами, только немного увеличенного размера. Такие микробы, находясь в нашем организме, тоже в дальнейшем создают кальциевые фосфорные, кальциевые и оксалатные соединения. Очень часто это происходит. Эти же микробы, бактерии, вирусы, микозы могут провоцировать человека к тому, что в его организме уменьшается количество воспринимаемого организмом кислорода, уменьшается наличие кислорода, в крови уменьшается кислород, за счет этого происходит такая органическая асфиксия, и в дальнейшем это может провоцировать и появление самого заболевания, в том числе эпилепсии. Что необходимо знать? Вы, наверное, уже поняли, в случае, если человек, допустим, болеет наномикробами, он инфицирован или бактериями, или микозами, то, скорее всего, в дальнейшем он будет иметь ряд таких новообразований, которые могут начинаться от образования на зубах камней до появления камней в почках, до появления кальциевых артальных блоков, которые в дальнейшем называются бляшками, которые приводят в дальнейшем и к атеросклерозу, к окклюзиям. Это влияет и на деятельность сосудов, на деятельность дыхания, на деятельность мозга и так далее. Каким образом и как можно это все подавить в комплексе? Первое – это активное дыхание. То есть человек должен на протяжении дня активно дышать. Каким образом производится активное дыхание? Находясь на улице, расставив ноги на ширине плеч, не поднимая или не отрывая пятки от пола, человек, немножечко раскачиваясь вверх и вниз, делает некое диафрагмальное дыхание с широко открытым ртом. То есть дыхание выглядит так. То есть очень поверхностно, с широко открытым ртом делаются свободные вдохи и выдохи, и происходит вот такое появление увеличенного количества кислорода и увеличенный обмен кислорода, увеличенное отделение углекислого газа. И происходит муколитический обмен кислорода и углекислого газа, увеличивается метаболизм мукозный, муковисцеральный, гемолитический, общий обмен веществ. И второе, такое дыхание очень важно. Второе, многие изменить питание. В питании обязательно должны присутствовать жиры, потому что образование камней в желчном пузыре, образование желчекаменного заболевания, образование застоя желчи, как при заболевании дуоденально-гастрорефлюксное заболевание, с переизбытком желчи в желчном пузыре может освобождаться и может исчезать, если человек увеличивает употребление и горечи, и жиров.
То есть уменьшаем углеводы, употребляем немного больше жиров. Самые простые жиры — это, конечно, авокадо, это оливковое масло, я его поклонник, это сливочное масло из натуральное сливочное масло, это кисломолочные продукты, это лучше всех, это, конечно, йогурт, лучше всего приготовленный в домашних условиях, желательнее всего в первой половине дня. Далее сок лимона, о котором я ранее рассказывал. Сок лимона обычно очень влияет особенно на микробы, потому что для развития микробов необходима щелочная среда, то есть pH не выше 7. Обычно они в слабощелочной среде развиваются, и питье обычного сока лимона могут подавлять и разрушать и уничтожать вот такие наномикробы. Третье — это первое — дыхание, второе — это питье подкисленной воды на протяжении дня, желательно теплой. Третье — это использование двух цитратов. Это цитрат кальция и цитрат калия. Цитрат кальция и цитрат калия уникальным образом препятствуют, цитрат калия, дыханию, особенно бактерий. Цитрат кальция — препятствию увеличения колоний вирусов. Таким образом, и первый, и второй цитрат может в комплексе существенно помочь человеку в ходе, наверное, лечения всех систем человеческого организма. Ну и завершающим таким элементом это улучшение циркадных ритмов человека. Для того, чтобы человек естественным путем мог естественно и легко функционировать, для того, чтобы не формировалась у человека иммунная усталость или иммунная депрессия, или по-другому иммунный дефицит. Человеку необходимо ложиться вовремя и просыпаться вовремя. Но часто это становится невозможным. Для того, чтобы улучшить это общее состояние, человеку необходимо начать принимать препараты, которые могут улучшить его засыпание и восстановить циркадные ритмы. На первом месте нужно сказать о препарате мелатонин, который можно приобрести в любом спортивном магазине и принимать 2 таблетки 2 раза в день. Я постараюсь ответить на все вопросы. Поэтому еще раз. Итак, по причине эпилепсии аммиак. Что нужно делать? Итак, темные очки. Второе, снизить аммиак поможет гепакс препарат, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Это активное дыхание утром и вечером на улице, уменьшение употребления углевода, вернее, извините, оговорился. Третье или пятое, нужно давать немного больше жирной пищи, кисломолочной пищи, давать мелатонин на ночь, производить активное дыхание, не опускать быстро под воду, не разрешать много смотреть телевизор, следить за тем, чтобы ребенок перед сном не пользовался телефоном хотя бы за 2-3 часа, а также на протяжении дня не смотреть фильмы, где есть очень очень яркая смена цветов, так как на картинах Мане или Рубенса. Таким образом и существенно сможете помочь своему ребенку изменить питание, перейти на более жирное питание и уменьшить количество употребления углеводов. Также хочу сказать, что по моему наблюдению, питье большого количества воды может в дальнейшем провоцировать появление дополнительных судорожных компонентов. И я могу сказать, что уменьшение употребления воды, а употребление немножко большего количества жиров поможет ребенку улучшить состояние. Поэтому в случае, если ребенок очень много употребляет жидкости, особенно много там, минеральной воды или сладкогазированной воды, или просто много пьет, старайтесь следить за тем, чтобы немножко меньше ребенок употреблял жидкости. Это все в комплексе поможет вам справиться с данным заболеванием. Так. Здравствуйте, Андрей Андреевич, здрасте.
Валентина Лунгу. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, с чем связано воспаление слюнных желез? У дочери 10 лет, последние 2 года уже второй раз воспаление. Доктор назначает кортизол и парацетамол. Ни кортизол, ни парацетамол не поможет при воспалении слюнных желез. Обычно я думаю, что это связано с такими проявляющимися заболеваниями, э, которые называются золотуха или золотушность. Каким образом это лечится? Полоскание горла фурацилином, одна таблетка на 350 граммов, либо физраствора, либо обычной теплой воды лучше. Теплым раствором полоскайте 2-3 раза в день. Далее одна чайная ложка соды и 10-15 капель просто перекиси водорода, полоскание горла тоже 1 раз в день. Дальше полоскание оливковым маслом рта 1, 2 или 3 раза в день. Почему я сказал принимать или использовать соду и использовать перекись водорода? Сода смывает кальциевые соединения, которые есть на зубах, а перекись водорода устраняет микробную пленку и устраняет микробов, которые находятся в устье десен и зубов, между зубами и деснами, которые в дальнейшем вот такие кораллы и формируют. Именно поэтому также полоскание ротовой полости под лимониной водой. Вообще-то я хочу сказать, что больше всего микробы, которые находятся у нас в ротовой полости, они более всего почему-то не любят жиры, особенно оливковое масло, подсолнечное масло. Есть даже такой принцип и такие народные, наверное, способы помощи человека путем улучшения его самочувствия, иммунитета. Это полоскание рта подсолнечным или оливковым маслом. Когда человек полоскает между зубами оливковое или подсолнечное масло, справляется таким образом в дальнейшем и сплевывает его, не глотает, справляется с гингивитом, способен справиться с кровоточением десен. Ну и один вот такой из методов, это устраняется воспаление слюнных желез. Ну и для того, чтобы в дальнейшем это не формировалось, необходимо вырабатывать местный иммунитет. Каким образом? А почему забили слюнные железы? Потому что там находились микробы, и потому что эти микробы создавали кораллы, которые и запломбировали те места, где находились протоки слюнных желез. Каким образом это устранять, я уже сегодня говорил. Есть два цитрата. Это цитрат калия и цитрат кальция. Он находится в нашем препарате. Цитрат кальция в препарате цитрокальцимин. Одна чайная ложка на стакан воды. Просто полоскать рот и глотать при этом 1 раз в день. И цитрат калия, который находится в препарате манкулит. Одна чайная ложка на стакан воды. Точно так же полоскание рта и выпивание 1 раз в день вот такого вещества. Такие цитраты способны устранить микробы, устранить в том числе и закупорку слюнных желез у ребенка. С чем это связано? Это связано с появлением микробов и увеличенным их увеличенной их деятельностью в ротовой полости. Вот и все. Чем убрать? Вот то, о чем сказал. Так. Евгений Талдыкин. Подскажите, пожалуйста, у девочки 15 лет болит левая почка и неприятное ощущение, когда ходит в туалет. Моча с кровью, нет аппетита. Что это может быть и какие препараты ей могут помочь? Во-первых, необходимо обязательно произвести исследование почек. Какие это исследования? МРТ, УЗИ. И определить, каким заболеванием все же болеет ребенок, так как это может быть чем-то совершенно безопасным, так и чем-то, что требует внимания. А, Я считаю, что на первое место необходимо все же ставить возможность обращения к лечащему врачу, к нефрологу или хотя бы к педиатру, обратиться к УЗИсту, который может провести исследование почек, и в дальнейшем выбрать правильную терапию. Какие препараты, по моему мнению, способны улучшить общее состояние почек?
у ребенка и у взрослого. Этих препаратов в моей компании несколько. В случае, если появляется камнеобразование, в случае, если появляется, в случае, если появляются кальциево-фосфорные соединения, некие кораллы в почках, это необходимо устранять моим препаратом, который называется Нефромакс, или 3 вида цитратов, которые в максимальном количестве находятся в данном препарате. Он действительно, данный препарат способен устранять камни в почках. Второе. Улучшить состояние ребенка в случае, если принимать лимонный сок 1 столовая ложка на стакан воды 1 раз в день, желательно в первой половине дня после употребления еды. Третье. Чай бевинтон, который имеет яркое обволакивающее действие, смягчающее, устраняющее воспаление. Принимать его на протяжении дня. Манкулит – препарат, который является цитратом калия, который активно помогает почкам функционировать, увеличивая общий метаболизм и увеличивая и креатинин, увеличивая выведение мочевой кислоты. Далее участвует в метаболизме нефронов, калий участвует в метаболизме нефронов. Далее то, что бывает моча с кровью и нет аппетита, это может говорить о почечной недостаточности и о развитии сахарного диабета 1 типа и 2 типа. Поэтому прежде всего обращаться к нефрологу, эндокринологу и определить все-таки, чем болеет ребенок. Это может быть пилонефрит, это может быть развиваться там почечная недостаточность, или это цистит, или какие-либо заболевания почечные. Поэтому вот давайте вот таким образом. Ну и все-таки об оксалатах хотелось бы несколько слов сказать. В случае, если человек болеет подагрой, у человека формируются оксалаты, я рекомендую использовать мой препарат Манкулит и совместно с препаратом Метикс. Метикс 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз, препарат Манкулит 1 чайная ложка тоже 1 раз. Трикоз, любовь. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня отслоение сетчатки. Спасибо за ответ. Отслоение сетчатки обычно является заболеванием, которое называется макулодистрофия, на фоне которого происходит отслоение сетчатки. Каким образом лечится? Есть много теорий, но до конца ни один врач не может сказать, как это можно вылечить. Существуют некие такие терапевтические и хирургические варианты работы с отслоением сетчатки, среди которых это приваривание сетчатки, это использование терапии. Одна из удачных, по моему мнению, видов терапии является использование двухкомпонентного раствора, который в офтальмологии когда-то использовался. К сожалению, не могу сейчас сказать, используется он сейчас в данный момент или нет. Это использование экстракта гинкобилоба с селеном и кверцетином. То есть вот такие капли были, в которых был селен, кверцетин и гинкобилоба. В составе 5% были, препарат не помню, как называется, к сожалению, и вот он очень успешно использовался. Со своей стороны хочу порекомендовать вот что. Использование народных способов, среди которых использование белка куриного яйца. Берется белок куриного яйца, разбивается яичко, и этим белком смазываются глаза. Веки, вернее, смазываются веки. Выполняется это 1 или 2 раза в день. Второе. Использование чая гинка билоба. Заваривается чай 1 чайная ложка на стакан воды. В дальнейшем, если это в пакетированный чай гинкобилоба, его, кстати, можно приобрести на моем сайте. После того, когда вы чай заварили, пакет можно отжать и приложить к своим глазам. Также есть препарат, который называется в моей компании Optimex. Капли можно закапывать данными каплями. Они тоже помогут. Ну и обязательно обратитесь к офтальмологу.
Горчакова Наталья. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать от упадка сил, депрессии и при высоком сердцебиении? Высокое сердцебиение – это всегда адреналин. Депрессия, отсутствие допамина. И третье – упадок сил, высокое давление. Вы фактически сейчас описали то, что называется гипертоническое заболевание сердца. Именно поэтому, причем оно связано с высоким адреналином у вас. То есть нервные состояния приводят к спазму коротких сосудов, после чего увеличивается объем сердца. Это все формирует сердечную гипертензию, что приводит к тому, что появляется вот такое заболевания. Очень часто люди думают, что если у вас нет энергии, упадок сил и так далее, то вы, скорее всего, имеете пониженное артериальное давление. Но это не так. И пониженное артериальное давление, и повышенное артериальное давление имеют одну и ту же особенность. Упадок сил, усталость, вздыхание, распирающая боль в загрудинном пространстве, небольшое ощущение, как будто вы задыхаетесь, часто зеваете. Это все гипертензия. Что необходимо сделать? Это препараты успокаивающие. Обратиться необходимо все-таки к кардиологу. Очень часто женщины думают, что они в детстве и в юношеском возрасте, будучи астеничными, имели пониженное давление. И на протяжении всей жизни, когда принимали кофе, не заметили, когда они поправились. И прошло время, и они начинают обращаться и говорят: да пью кофе, а сил нет. Я говорю: вы болеете гипертоническим заболеванием сердца. Андрей Андреевич, у меня, скорее всего, пониженное. Я говорю: давайте проверять. И вот потом мы начинаем проверять, и оказывается, человек пьет кофе, имея повышенное давление. Чего делать категорически нельзя. Ну и чем можно помочь людям, которые страдают гипертонией или гипертензией? Давайте еще раз, смотрите. Депрессия. Депрессия устраняется в случае, если у человека снижать адреналин. Чем снижать адреналин можно? Есть такое понятие, которое называется адреноблокаторы. Есть препарат даже такой, который называется триплексам. В этом препарате находится комплексный препарат, применяя который можно расширить сосуды, убрать адреналин, вывести избыток кальция, который находится в крови. А избыток кальция может находиться, потому что много микробов, об этом я сегодня говорил. Что нужно делать? Вы уже знаете, пить подлимоненную воду. Ну и мои препараты, пусть это будет делать врач, то есть это назначение врача должны пройти. То есть человек, который начинает лечиться, он должен определить, чем он болеет. В случае, если мой диагноз верный, то необходимо обратиться к кардиологу, обратить, какое у вас давление, пусть он назначит вам, определить, с чем это связано, и назначит вам правильные препараты. С моей стороны я могу посоветовать следующее. Мне кажется, что в случае, если человек страдает упадком сил, в случае, если человек страдает депрессией и повышенным сердцебиением, то необходимо идти следующим путем. Первое – успокоить этого человека. Каким образом? Есть в моей компании разработанный препарат адреноблокатор, который называется Пастовид. Принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат – это препарат Куэнзим 10 или Энзим 10. Данный препарат поможет перикарду работать более интенсивно, потому что участвует в обмене веществ, заставит его работать правильно и, по моему мнению, способен убрать такое повышенное сердцебиение. Третий препарат, который называется Тонизон чай и Тонизон. Принимать тонизон 2 таблетки 3 раза в день, тонизон чай заваривать 1 столовая ложка на 1 стакан воды или 2 пакета на стакан принимать 2-3 раза в день. Следующее. Но можно и принимать препараты медицинские. То есть это препараты, которые может назначить вам врач, там лазартан или триплексам. Ну, их, слава богу, много там. Ксатуна Энбалкидзе. Здрасте, при аутоиммунном тиреодите и гипотиреозе можно принимать йод? Конечно. Гипотериоз обозначает недостаточность йода. А чем отличается аутоиммунный тиреодит от гипотиреоза? Гипотиреоз – это недостаточное усвоение и недостаток йода, а аутоиммунный тиреодит, который виден в анализах крови как повышенное АТТПО,
говорит о том, что иммунитет не справляется и появляется большое количество антител. Обычно при аутоиммунном тиреоидите назначают аутоиммунный препарат. Он называется L-тирозин. Правильно, L-тирозин. L-тирозин. L-тироксин. Не тирозин, а тироксин. Тироксин. Да, L-тироксин. Все правильно. Основной гормон, что синтезует фолликулы клетины щитоподобной залозы. Модель молекул тироксина такая ось сложная. Вот, смотрю я сейчас на тироксин и смотрю, что в нем такого находится. Тироксин – это аминокислота. Вот ее формула. Получается здесь двуокись водорода, то есть фактически перекись водорода. Дальше находится NH2, то есть аминогруппа. И находится раз, два, три, четыре молекулы йода. Представляете? Тироксин малоактивен, ну и ладно, там бла-бла-бла, щитовидной железой, Фридрихом Кенгелем. Вот подробная модель, как он переходит в одну модель, переходит в другую модель с использованием кислорода и с использованием йода. Я могу с L-тиранином, триойод L-тиранин. Понятно? 3 йода получается. Итак, зачем я это все сказал? Очень часто люди задают вопрос, при аутоиммунном тиреоидите можно ли человеку принимать йод? Конечно, друзья мои. Дело в том, что L-тироксин, который формируется нашей щитовидной железой, он и формируется за счет того, что у человека достаточно йода. И у человека при пониженной или гипофункции щитовидной железы и аутоиммунном тиреоидите одна и та же симптоматика – недостаточность потребления йода или по-другому дефицит йода. В нашей компании есть препарат, он называется Йодикс, смело его принимайте. Единственное, что человек должен знать, есть другое заболевание, называется гиперфункция щитовидной железы. И это говорит о том, что йода много. Каким образом это проявляется? В эндокринологических исследованиях при повышенном, неважно. И таким образом, в случае, если вам ставят гиперфункцию щитовидной железы, йод нельзя. Во всех остальных случаях, при аутоиммунном тиреоидите, при базедовой болезни, при Хашимото, при дефиците йода или гипофункции щитовидной железы, в этих всех случаях применение препаратов с повышенным количеством йода полезно. Поэтому никого не слушайте. При гиперфункции человек очень активно худеет, то есть йода много. При гипофункции очень поправляется. Сегодня мне перед моим вебинаром позвонила моя подруга. Я ее не видел очень много лет. Знаете, иногда ко мне обращаются очень-очень такие взрослые люди, которым ничего не может помочь. Я понимаю, что они не смогут заплатить, что у них не будет возможностей никаких, что врачи их лечить не будут и так далее. Она обратилась ко мне много лет назад, если честно, не помню. Обратилась с очень тяжелым заболеванием – рак кишечника. Лечение она не могла проходить, химиотерапию она прошла, и это не дало никаких хороших результатов. Если честно, это было, она еще из неблагополучной области, такой украинской. И когда она приезжала, ей дал препаратов, там целую кучу бесплатно, не брал с нее денег, понимал, что шансов не будет никаких, уж раз приехал человек, то кто-то должен ему хоть как-то помочь. И я думал, что не будет никаких решений для нее. И она мне рассказала такую историю. Она мне говорит: Андрей Андреевич, а вы знаете, что вы мне помогли, я бы хотела рассказать свою историю, я вас слушаю. Ее зовут Зинаида, и она мне говорит: понимаете, я принимала то, что вы мне в свое время порекомендовали, и я до сих пор живу. Что же я вам такого особенного порекомендовал? Вы мне сказали, что есть способ такой, который может помочь человеку при онкологическом заболевании толстой кишки, при заболеваниях полипов и так далее. Я говорю: надо же, я не помню. И она говорит: я
помню, как вы мне сказали, когда я приехала. Я говорю, ну, доктор, хоть что-нибудь скажите. Ей посоветовал. Когда-то мне дали такой совет, в случае, сам я был человеком, который болел онкологическим заболеванием, и один из таких вот народных целителей дал мне такой совет. Он сказал, возьми корни шелковицы, тутового шелкопряда, тутовницы, вернее, тутового дерева, а не тутового шелкопряда. Шелкопряд это ж насекомое, которое делает, из которого, из куколки которого производят шелк. А это тутовое дерево, шелковица. И я ей посоветовал взять корень этого тутового дерева или шелковицы и порубить его, этот корень высушить, после чего заваривать его как чай. Заваривала она его следующим образом. Брала 1 столовую ложку этого чая, ее сын это все измельчил там каким-то образом, не знаю где и как, после чего заваривала она 1 столовая ложка на 2 стакана кипятка, 15 минут варила и на протяжении дня 2 стакана выпивала. Принимала она это 2 года, в этом году она пошла сдавать или проводить исследования, сделали МРТ-исследования, и врач сказал, что из 3 опухолей 2 нет, а третья практически исчезла, но еще видна. И она говорит, для меня это было шоком, потому что, ну, я по идее очень тяжело болела, и мне там ничего не предвещало успехом. И это уже не первый случай, это второй случай в моей жизни, когда вот такой рецепт смог помочь человеку. Естественно, я не хочу сказать, что это является панацеей, но знаете, даже такой результат, возможно, кто-то из врачей, которые меня никогда смотреть не будут, а вдруг посмотрят, и после чего начнут изучать данную гипотезу, попробуют исследовать те вещества, которые находятся в корне тутового дерева, и, возможно, выделят какое-нибудь вещество. И знаете, гений парадокса друг. То есть пусть открытие чудное произойдет, и кто-нибудь когда-нибудь обратит и на это внимание, ведь подтверждение этому, как ни странно, есть. Мне советовали, хоть я и не нашел тогда, где взять этот корень. Ну и, если честно, внутренне я боролся с этим, потому что не мог поверить, что самое обычное дерево, шелковица, способна на вот такие чудеса. Ладно. После удаления желчного было обострение, я пропила курс, а сейчас побаливает желудок. Что еще попить, чтобы желудок и печень поджелудочная восстановилась? Ваша ученица. Первое, обязательно что-то пейте для желчного пузыря. Раз. Что это необходимо пить? Принимайте препарат Лунглин обязательно. Желудок, поджелудочная железа, 12, луковица 12-перстной кишки никогда хорошо не могут работать в случае, если закрыт желчный пузырь. Болезни по тибетской медицине, которые связаны с гипертоническое заболевание сердца, атеросклероз, головные боли, плохое настроение, снижение либидо у мужчин и женщин, то есть импотенция и половая холодность, проблемы менструации, проблемы зачатия ребенка. Все в тибетской медицине связано с увеличением пекин, то есть по-другому это звучит так, накопление желчи в желчном пузыре и затрудненное выделение желчи. Там говорят о недостаточности формирования желчи печени при заболевании гепатит и синдроме Жильбера. Второе, затрудненное движение при заболеваниях сахарный диабет второго типа и при заболевании, связанных с неправильным употреблением, конкретно тибетцы говорили тяна, а я говорю алкогольных напитков, включая пиво, то есть желчный становится напряженный, перенапряженный, в нем желчь находится. И третье, это физиологические затрудненные процессы выделения желчи, которые связаны с тем, что у человека есть дискинезия желчных протоков, через которые желчь не достаточно быстро отходит и так далее. И считается, что такие заболевания, как мочекаменная болезнь, недержание мочи, заболевание почек, заболевание сердца, гипертоническая болезнь сердца, атеросклероз, окклюзии, всевозможные заболевания позвоночника, особенно шейного отдела и начала грудного отдела, боли головы в затылке, глухота с правой стороны и боли в концах пальцев рук, концах пальцев ног. Это по тибетской медицине все перенакопление желчи. Чем необходимо лечить? Наш препарат называется Лунглин.
2 таблетки 2 раза в день. И амарум, то есть по-другому горечи дуйко. 1 чайная ложка или 1 столовая, что еще лучше, на 1 стакан теплой воды 2 раза в день при заболеваниях желудка. Далее, помните, когда вы еще очень советую. У нас есть великолепный такой препарат, он называется антитокс. Давайте смотрим слово анти, то есть устраняющий, токс, микротоксины. Все заболевания, которые связаны с заболеванием энтероколии, заболеванием гастродуоденальный рефлюкс, заболеванием эзофагиальный, гастроэзорефлюкс, гастрит, язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки, даже энтериты всевозможные. Это очень часто связано как раз с формированием и появлением токсинов. Где они берутся? Заброс желчи, там в желчи находятся токсические отравляющие вещества. Заброс желчи в двенадцатиперстную кишку, в желудок, очень часто, а в дальнейшем еще и создавая эзофагиальный рефлюкс, в пищевод, приводит к тому, что формируются все эти болезни. И люди очень часто думают и не могут никак понять, что это не с кислотностями связано, это с желчным связано. Вы знаете, как много раз я в своей жизни видел, что тибетская медицина права. Почему? Будучи человеком, который знаком с медициной, работая клинически, я видел часто, как у человека, у которого повышенное артериальное давление, врачи не могут никак снизить, отрезают желчный пузырь и исчезает у него гипертония. Говорит, надо же, желчные отрезали, все, гипертонией не болею. Андрей Андреевич, вот это да, что ж такое? Но это ж не показатель. Всем будем отрезать желчный пузырь для лечения гипертонического заболевания сердца. Но почистить-то его можно. Каким образом? Да это же легко. Мой препарат Лунглин, мой препарат Амарум, горечи. И таким образом можем освобождать желчный пузырь. Антитокс, который уберет эти токсины, которые потом приводят к тому, что появляется. Откуда берутся? Энтероколий может создавать микро- или наномикробы и бактерии, которые находятся в желудке, которые появляются у нас в пищеводе за счет заброса желчи. Каким образом это устраняется и что необходимо делать? Первое. 1 стакан теплой воды и 1 стик препарата антитокс. Пейте по чуть-чуть 4-5 раз в день. Не верьте, когда говорят, что особенность изменения питания способна помочь человеку справиться с заболеваниями желудка. Это ерунда. Единственное, что нужно запомнить людям, которые болеют любыми заболеваниями, гастроэзофагиальный рефлюкс, гастрит, там простой гастрит, далее панкреатит даже, дальше язва, дальше энтерит, дальше даже опухоли, которые связаны, доброкачественные или злокачественные опухоли. Всегда помните, никогда сразу после употребления еды не ешьте сладкое. Не делайте этого никогда. Едите сладкое во время еды, едите сладкое спустя 1 час после еды. Это 100% приведет вас к перенакоплению желчи в желчном пузыре. Человек особенно отличается от животного в том, что животное постоянно получает горечи, постоянно получают в большом количестве жиры, которые употребляют без углеводов. Медведь не съедает жирную пищу, он ест там лосось жирный со всеми внутренностями, и там есть и желчь, и кишечник, и, там, и так далее. То есть он это употребляет. Любое животное без хлеба ест, любое животное ест жиры, употребляя их сырыми и без хлеба. Это все также много есть растений, которые животные употребляют. Допустим, употребляют там горькие растения, а люди не употребляют горькие растения. Я не говорю об острых растениях, говорю о горьких, таких как лук, допустим. А мы часто употребляем горькие растения? Ну, собственно говоря, нет. Мы всю пищу стараемся ферментировать, и мы потеряли то, что называется горечью. Человек отличается от животного мира, что у нас горечи нет, мы их не употребляем. А они нам необходимы. Они нам необходимы, потому что хоть мы оторвались от общего мира животных, но все же нам необходимы те компоненты, которые делают животное здоровым, должны делать, по идее, человека здоровым. Нормальное животное, оно не ест в большом количестве углеводы.
Есть такие животные, которые вообще углеводы не едят, ну, кроме обезьян. Но и я хочу сказать вам, что горечи, они необходимы. Где получают горечи, допустим, обезьяны, которые едят бананы, или там животные, у которых в складе или в рационе питания находится большое количество там углеводов. Они едят это все вместе со шкуркой. Часто едят это совместно с косточкой, что мы обычно не делаем. То есть мы шкурку снимаем, косточку выплевываем, едим продукты, которые доспевшие, обычно этого в природе нет. Так на одной ветке может быть и кислое растение, и горькое, изгнившее, и там обработанное там плесенью и так далее, и так далее. То есть там животные могут находить, и у них к этому есть интуиция, а человек нет, поэтому мы идеализируем продукты питания, уже больше от этого получаем удовольствие, но забываем, что горечи нам необходимы. Поэтому человек обязательно должен периодически принимать какие-либо горечи. Горечи это полынь, зверобой. Посмотрите, большинство народных целителей или рецептов, которые связаны с народным целительством, они связаны с употреблением горьких растений. Там нервные состояния, зверобой, пустырник, далее там кишечные заболевания, бессмертник, он тоже горький, там психические заболевания, там зверобой, хмель, какие там еще заболевания почек, полынь, заболевания суставов, тоже полынь, сабельник, все горькие растения. От онкологии используют там, ну, капли, ладно, а там, допустим, чистотел он горький, дальше лобелия горькая, камнеломка горькая, ну, вообще все, вот куда ни посмотришь, все горькое. Болят не только колени, локти, пальцы на руках. Как сразу бросила метипред и начались боли? Конечно, метипред и начались боли. Скорее всего, вам необходимы препараты, которые связаны с гормонами. То есть это помимо метипред надо принимать препараты, которые назначит вам невролог или назначит вам ревматолог. Необходимость провести исследование ревмопробы, ну, вам согласно ревмопробам мы им прописывали метипред, а также принимать препараты от ревматоидного артрита, скорее всего, которым вы болеете, или от там, системной красной волчанки, или я не знаю, каким заболеванием. Как определить С-реактивный белок, антистрептолизин, после чего выбрать правильную терапию. Но есть но существенное. Что должен делать человек и можно ли вылечиться без гормонов? Можно, можно. Каким образом? Очень улучшить иммунный ответ человеку. Авиценна в своей книге, которая называлась «Канон лечебной науки», писал о том, что врач, доктор с помощью определенных процедур, веществ не лечит человека, а помогает человеческому организму справиться с самим заболеванием. Это очень важно, потому что мы думаем, что антибиотик победил. На самом деле антибиотик не может победить. Он немного он принял участие в том, чтобы угнетать бактерии и микробы или вирусы, после чего, или микозы, после чего сам процесс в дальнейшем переходит уже в руки нашего, собственно, организма. Почему микробы уничтожаются лимонным соком или цитратами? Давайте вспомним, это же несложно. Чем с испокон веков лечат человека, который болеет? Давайте, я сказал сегодня цитрат калия. Где он находится? Где больше всего калия находится? В меде. А где больше всего цитратов находится? В лимонном соке. Итак, один из... А что врачи обычно советуют? Они советуют постельный режим и как можно больше питья, а если есть возможность, то тогда мед, а это цитрат калия, и лимон, а это цитрат лимона или лимонной кислоты. Ну, не лимонная кислота, а цитрусовый какой-то там, я не знаю. Но это не лимонная кислота. Это, скорее всего, вещество лимонного сока. Так, лимонный сок из чего состоит? Лимонный сок из чего состоит? Так, смотрим. Как я и думал, в лимонном соке нет лимонной кислоты. Лимонная кислота – это синтез, бактериальный синтез дрожжевых грибов.
А здесь находятся пектин, каротин, фитонциды, сахар, витамины группы В1, В2, В5, В6, В9, А, запятая, витамина С и витамина Е. И нет, собственно, там никакой лимонной кислоты. Поэтому лимонная кислота не связана с тем, что находится в самом лимоне. Поэтому бояться лимонного сока не стоит. Собственно, как и лимонной кислоты тоже. По утрам сало с горчичкой хорошо. Помните, когда-то я написал книгу, она мне очень нравится. Кстати, друзья мои, а кто читал мою книгу, которая называется «Причины заболеваний человека» Андрея Дуйко? Видите, вот она, такая прекрасная книга. И здесь я рассказываю о тибетской медицине, о полиартритах, о том, как вообще происходит формирование болезней, о методах всевозможных и так далее. Ее необходимо дописать. Скорее всего, я этим и займусь. И здесь УСИН в системе тибетской медицины, о том, как заболевания по возрастающему типу, по угнетающему типу формируются, почему яичники начинают болеть, откуда берется заболевание простатит и так далее. Ее можно приобрести прямо на нашем сайте. Ну, вернемся к теме. Итак, ревматоидный артрит. Сок лимона. Второе, цитрат кальция и цитрат калия. Цитрат кальция, цитрокальцимин. Цитрат калия это препарат, называется манкулит. Итак, человеку, который болеет ревматоидным артритом, что необходимо делать? Витамин Е. Далее увеличить употребление жиров. Второе, цитрат калия, цитрокальцимин. Цитрат кальция, цитрокальцимин. Цитрат калия, манкулит. Далее препарат, который я назначаю обычно для увеличения иммунитета. Их два на сегодняшний день. И они себя зарекомендовали как альтернативные методы лечения данного заболевания. Это Инстамакс, второй препарат, битулиновая кислота и третий препарат кверцетин. Инстамакс, битулиновая кислота, кверцетин. Кверцетин, сейчас его нет на нашем сайте, но вы его можете заказывать. Он у нас в продаже есть. Итак, тем людям, которые болеют ревматоидным артритом, цитрокальцимин, препарат цитрокальцимин. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Препарат манкулит. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Уменьшить максимально употребление мяса. Увеличить употребление жиров. Третье, витамин Е. Можно наш витамин Е, можно магазинный витамин Е или просто дополнительно столовая ложка оливкового масла 1, 2 или даже 3 раза в день. Далее, следующее, препараты для усиления иммунитета. Обязательно пить подкисленную лимонным соком воду. 1 столовая ложка лимонного сока на стакан воды. И следующее, препарат битулиновая кислота, препарат Инстамакс и препарат кверцетин. По 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером. Это способно на протяжении, можно принимать еще горку йода. Каким образом? Первый день 1 капля йода на столовую ложку молока перед сном, второй день 2 капли йода, на 10-й день 10, на 11-й 9, на 19-й 1. Таким образом, на протяжении 1 месяца, используя данный курс, вы получите очень разительный и ярко заметный результат. Для того, чтобы снять ревматоидную боль, используйте мою мазь, которая называется Габана. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спрашивает Надія Юшко. Добрий вечір, Андрій Андрійович. Скажіть, будь ласка, що мені пропити з ТФ, щоб понизився загальний білірубін? Дуже гарний є препарат моєї компанії. Він називається бітулін. Бітулін. Приймайте його 2 пігулки 2 рази на добу на протязі 1 месяца. И после этого я обещаю вам вернуть деньги в случае, если у вас билирубин не снизится. Даже если вы болеете неизлечимым заболеванием Жильбер. Я утверждаю, что на сегодняшний день заболевание синдром Жильбера, которое связано с повышением билирубина в крови или общего билирубина в крови, вылечить можно. Каким образом? Необходимо использовать мой препарат битулин. Не забывайте, битулин есть в 2 формах. Битулин – это препарат битулин, который состоит из пигмента
из пигмента коры белой березы. Еще раз, из пигмента, но не экстракта, потому что очень часто думают, что бетулин это экстракт коры. Экстракт коры делается так: варят кору, выпаривают жидкость, получается экстракт. Это никаким образом не является бетулином. Бетулин или пигмент имеет цвет белый, в воде и спирте нерастворимый. Второе, бетулиновая кислота. В свою очередь она изготавливается из бетулина путем специального химического воздействия, выделяется бетулиновая кислота, после чего использование бетулиновой кислоты заметно увеличивает у человека иммунитет. Есть ряд исследований, более 1000, о применении бетулиновой кислоты и зарекомендованном воздействии бетулиновой кислоты при таких заболеваниях, как ревматоидный полиартрит, артрит и даже синдром иммунного дефицита с доказанными элементами излечения синдрома иммунного дефицита определенных форм у большого количества людей. Ревматоидные артриты: резко полить холодную воду 1,5 на 2 воды и одеть носки, пока не пройдет боль. И не одевать наколенники под колготки, чтобы не застужать. Дело в том, что вы сейчас объяснили, как можно успокоить боль. Но, к сожалению, есть аутоиммунные процессы. И вот таким образом вы приведете к тому, что начнется деформация. Дело в том, что проблема-то артрита не связана с тем, чтобы убрать боль. Она связана с тем, чтобы им не болеть. А вот им не болеть — это уже другое дело. Убрать боль там средств хватает, вольтарены, там, диклофенаки и так далее. Да, собственно, и убрать боль в самом организме несложно. Это обезболивающие препараты, это противовоспалительные препараты от Мавалиса, диклофенака и там их 1000, Афиды. Ну, боль, собственно, можно, но оно же от этого не прекращается. Это аутоиммунное заболевание. А почему? Потому что находятся колонии микробов, и они находятся в организме, потому что каким-то образом организм реагирует, где-то эти колонии находятся, они могут находиться в кишечнике, как правило, они там находятся, они могут находиться в крови, могут в гландах находиться, понимаете, в носоглотке. Человек может болеть, и основные заболевания у нас связаны с тем, о чем я сегодня говорил. Это микробы, бактерии, вирусы и микозы. Вот чем мы болеем. Глисты еще есть. Это уж такое. Здравствуйте, Андреевич. Подскажите, у меня очень бледная кожа лица и совсем нет розовинки. От чего? Обычно это называется анемия. Она бывает 3 видов. Но об этом нужно говорить, наверное, в отдельном таком вебинаре. Есть анемия железистая. То есть в случае, если добавить к рациону питания железо или препараты с железом, то заметно может улучшиться ваше состояние. Сейчас посмотрю. Препараты с железа или ферритина железа при анемии. Посмотрим, что предлагают. Мне очень нравится препарат Тотема. Он очень легок в использовании, очень эффективен, вот рекомендую. Но есть лучшие железосодержащие препараты: сорбифер дурулез, мальтофер, актиферин, тардиферон, гемоферон, Тотема. Мне, кстати, очень нравится, рекомендую именно Тотема. Фероксид. Рекомендую из всех Тотему. Поверьте мне, Тотема мне за это не заплатила. Все в порядке. И фолиевую кислоту еще необходимо. Если бледная кожа, еще фолиевая кислота. Кстати, увеличение употребления фолиевой кислоты способно и увеличить железо в том числе. Вообще, почему так происходит? Может быть из-за того, что желчный закрыт. Вообще, еще раз хочу вам сказать, большинство заболеваний человеческого организма, согласно тибетской медицине, связаны с перенакоплением пекин. А пекин лечится горечью. Люди очень часто болеют желчным пузырем. Много людей болеет, большинство людей болеет. Надо пить горечь, это особенность нашего организма. Выделять желчь. Андрей Андреевич, здрасте. Здрасте, Марина Степанова. Как избавиться от аллергического дерматита? Начал сыпаться перед походом к стоматологу. Врач прописал цитрин по таблетке Акридерм. Фильтрум села на диету, не проходит и не пройдет. Я еще ни одного человека не видел, чтобы антигистамины кому-то помогли от аллергии. Ну, на время, возможно. Чем же лечить?
Послушайте меня внимательно и сделайте так. Возьмите литр воды, насыпьте в литр воды 1 столовую ложку соды и чайную ложку соли. Можно 1,5 литра или 2, или даже 2 литра. Ну, давайте 2. На протяжении дня пейте такую воду. Стакан 2 или 3 раза в день. Пропейте 2 недели и на год забудете о том, что вы болели когда-либо аллергией. Любой причем. Вот поверьте 100%. Также пропейте вместе с этим мою бетулиновую кислоту. 1 неделя применения бетулиновой кислоты по 1 таблетке 2 раза в день способна на длительное время купировать проявление аллергии. А также очень хорошие результаты при ревматоидном артрите, при полиартрите, при васкулите, далее при аутоиммунных заболеваниях, ну, в том числе аутоиммунный тиреоидит. Далее при таких заболеваниях, как аллергия, холодовая аллергия и очень хорошие результаты при заболевании псориаз. Прям очень хороший результат. Где можно приобрести мои препараты? Вы можете приобрести мои препараты на моем сайте, который называется tibetanformula.com. И сейчас посмотрим, есть ли сейчас какая-либо акция на нашем сайте. Конечно, есть ряд акций, которые прямо сегодня проходят у нас на нашем сайте. Это акции на препараты можжевеловый бальзам. Великолепное средство, если болят суставы, вид артритов, артрозов, снимает боль, воспаление, улучшает, вот если там хрустит где-то сустав, очень рекомендую. Дальше магнезиум плюс B6. Великолепный препарат, имеющий способность лечения желудка. Есть целая монография, ее когда-то записал, и она там в виде аудиозаписи на 1 час и 40 минут о том, как использование магнумцид 300 в виде препарата магнумцид 300. И дальше там группы людей участвовали, одни, другие, третьи. Мы проводили исследования вместе с компанией. И там вот вердикт, что там при заболеваниях желудка были показатели при... И там вот завершение этой монографии, оно заключается в том, что начали добавлять дополнительно B6 витамин. И очень зарекомендовал себя как препарат, который очень эффективен при заболеваниях гастроэзофагиального рефлюкса. То есть и галитоза в том числе. То есть при галитозе плохой запах изо рта, гастроэзофагиального рефлюкса, заболевания язвы желудка. Зарекомендовал себя препарат магнезиум плюс B6. Вот на него сейчас скидка. Раньше он стоил $19, сейчас или по-другому 711 гривен, сейчас он стоит 620 гривен или по-другому $16. Ознакомиться со всеми этими препаратами можно, перейдя на мой сайт tibetan-formula.com. Скидка сейчас идет на препарат биотин при заболеваниях желудка, L-карнитин в случае, если есть тремор рук, развивается Паркинсона, пепсин в случае, если у вас есть диарея хроническая и не можете никак с этим остановиться. Также я рекомендую пепсин принимать людям вместе с лизоцимом, которые страдают заболеванием неспецифический язвенный колит. Я когда-то говорил о том, что гормон гастрин, который стимулирует к появлению неспецифического язвенного колита, который, если вам назначают сульфазин, да, есть такой саласум, что ж такое? Это интернет, это что? Сульфат. Сульфасалазин. Если вам назначают данный препарат, то его функция является уменьшение и купирование гастрина, но не нужно принимать, нужно принимать первое время, но все равно излечение не произойдет. Я рекомендую вместо этого использовать два препарата. Пепсин совместно с лизоцимом. Лизоцим 1 таблетка 2 раза в день, пепсин 2 таблетки 2 раза в день. А также поркус коктус 1 таблетка 2 раза в день. Андрей Андреевич, можно ли вылечить псориаз? Считаю, что да. Используйте мой препарат бетулиновая кислота 2 таблетки 2 раза в день. Препарат кверцетин 1 таблетка 2 раза в день.
Используйте мазь, которая называется Родопи, смазывайте места поражения псориазом, и используйте жидкий спрей-бальзам, который называется Изотон, нанося на места поражения псориаза. На протяжении дня выпивайте не менее 1,5 литров воды, желательно в ночное время. Серьезно, прямо ставьте будильник так, чтобы проснуться в 3-4 часа ночи, встаете, наливаете себе стаканы воды и ночью их выпиваете. Говорю это серьезно, желательно между 4 часами ночи и 6 часами ночи. Да, это один из таких необычных механизмов реагирования человека. Считается, что это опять-таки в тибетской медицине я в свое время изучал и как бы заметил такое. Там рекомендуют при заболевании псориаз в ночное время использовать жидкость, то есть пить по ночам воду зачем-то. Эффект действительно есть. Итак, еще раз. Битулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день. Кверцетин 1 таблетка 2 раза в день. Далее используйте мазь Родопи, смазывайте места псориаза, используйте спрей такой жидкий с очень плохим запахом. У нас называется он изотоновый спрей или изотоновый бальзам, нанося прямо на места поражения псориаза. И прямо рекомендую, прямо огромное количество людей есть, которые сказали потом спасибо. В ночное время выпивайте ну хотя бы стакан, ставьте будильник на 4-5 часов утра, 3-4-5 часов утра и выпивайте 1 стакан или более просто обычной теплой воды. Можно и холодной, кстати. Я желаю всем успеха. На сегодняшний день получилось вроде бы интересная лекция. Конечно, мне бы хотелось быть максимально вам полезным, но, к сожалению, ответить на вот такое огромное количество вопросов невозможно, потому что вас действительно много. Сейчас во время этого вебинара присутствует 1204 человека, поэтому каждый из вас задал по одному вопросу, и, конечно же, если даже обращать на каждого внимание, то получится 1204 ответа. А сделать это на протяжении 1 часа я, к сожалению, не могу. Но если у нас получится, то я буду выходить с вебинарами, посвященными здоровью чаще. Желаю всем здоровья. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Смотрите мои вебинары. Также переходите на мой YouTube канал, который посвящен исключительно здоровью. Называется он «Тибетская формула. Спасительные рецепты». И на этом канале есть короткие видео и длинные, которые посвящены практически любому заболеванию, которым болеет человек. От неспецифического язвенного колита и заканчивая до маниакально-депрессивного психоза, от сахарного диабета первого типа до аутоиммунного тиреоидита, одним словом, от поражения кожи микозами до псориаза, то есть все эти идеи, различные гипотезы, различные идеи от традиционной до нетрадиционной медицины и нестандартной медицине, о гомеопатии, об индийской медицине, арабской и тибетской медицине. Об этом всем я рассказываю в комплексе, вот в таких своих коротких часовых вебинарах. Я желаю вам здоровья. До свидания.